Сара, девочка в возрасте 10 лет, сидела в гостиной и разглядывала старые фотографии своей мамы. Там были все различные фотографии детства Сариной матери. Девочка долго сидела неподвижно, лишь изредка переворачивая страницы альбома. На одной из фотографий Сара задержалась довольно долго, после чего встала и пошла к маме. Сара хотела спросить, что же за прекрасная кукла на одной из фотографий у мамы на руках. Но мама не стала отвечать. Она выхватила альбом, достала фото с куклы и разорвала его на мелкие кусочки. «Добрый день, меня зовут Скотт. Я репортер и путешественник, но меня интересуют лишь те места и истории, в которых произошло что-то сверхъестественное. Лишь там, где по непонятным для науки причинам погибали люди. История, которую я хочу вам рассказать, произошла сравнительно недавно, однако она взбудоражила общественность гораздо сильнее, чем, к примеру, маньяк села 3-й улицы. О том маньяке я расскажу позже, а сейчас. Мама, что это за кукла? Она сейчас где? Подари мне ее. Где ты взяла эту фотографию? Линда, мать Сары, выхватила альбом и достала ту фотографию. Неважно, иди в комнату. Сара, не понимая, что произошло, ушла к себе в комнату. Ночь была тихой и спокойной. Ветки дерева еле слышно царапали окно в Сариной комнате. Девочка спала младенческим сном, но что-то разбудило ее. Сара открыла глаза и увидела, что одеяло в ее ногах как-то странно дергается. Сара сжалась в клубок, натянув одеяло до самых глаз. Шевеление продолжилось, и вскоре напоминало собой некий ком, который приближался к Саре. Девочка скинула одеяло на пол и закрыла глаза. В комнате было тихо, как всегда чувствовался запах полевого букета, который мама постоянно ставила Саре на стол. Девочка открыла глаза. На кровати лежала кукла, совсем небольшая, со светлыми волосами, в темно-зеленом платье. Сара сразу же узнала куклу, именно ее она видела на фотографии, именно эту куклу мама держала на руках. Сара взяла куклу на руки и начала ее разглядывать, но долго разглядывать не пришлось. Кукла открыла глаза и уставилась на девочку. Саре показалось это игрой, и поэтому она ничуть не испугалась. «Как тебя зовут?» — спросила Сара у куклы, но вместо ответа кукла открыла свой рот и противно начала кричать. Крик был настолько громким, что Сара отбросила игрушку на пол. Кукла, продолжая кричать, упала в другой угол комнаты. Крик все так же продолжался, но теперь он стал приближаться. Кукла встала на ноги и уперлась руками в пол, так, что ее тело было параллельно полу. Продолжая орать, кукла начала ползти обратно к Саре. Кукла ползла быстро, уже через несколько секунд кукла вновь взбиралась на кровать. Сара, что было силы, начала кричать. Кукла почти напала на Сару, как в комнату вошла мама. «Что случилось, доченька?» Линда села на кровать и обняла плачущую дочь. Кукла. Она была тут. Она ползла. Она кричала. Линда перебила Сару. Линда перебила Сару. Да, очень громко. Сара перестала плакать и посмотрела на маму. «А откуда ты знаешь?» Конечно, перед рассказом стоило отметить, что родители Линды, как и она сама, тоже жили в этом доме. Так что Линда прекрасно знала, что... А впрочем, слушайте дальше. Всю оставшуюся ночь Линда и Сара спали вместе. Кукла больше не появлялась, никто больше не будил маму с дочкой. На утро Линда сказала дочери, что той просто приснился кошмар, и дочка просто прибежала к ней. Линда отправила дочку в школу и начала собираться с мыслями. 20 лет назад. Кажется, что под елкой остался еще один подарок. Линда, а ну-ка посмотри, что там. Маленькая Линда, широко улыбаясь от счастья, полезла под елку. Там была красиво оформленная коробочка. Маленькая девочка достала коробку и начала разрывать упаковку. И вот наконец-то, Линда сидела на полу и обнимала безумно красивую куклу. Поблагодарив родителей,
Линда направилась в свою комнату. Улегшись поудобнее и обняв куклу, Линда начала засыпать. Ночь была тихой и спокойной. Ветки дерева еле слышно царапали окно в комнате Линды комнате. Девочка спала младенческим сном, но что-то разбудило ее. Линда проснулась и не обнаружила рядом с собой Адру, именно так она назвала свою куклу. На первом этаже слышались какие-то странные звуки. Линда медленно спускалась по лестнице, красные краски сгущались вокруг девочки. Лужи крови, ощущение скользкости и запаха свежего мяса, незнакомые ребенку запахи вспоротых животов и их содержимого. Все это находилось вокруг 10-летней девочки. «Мам, пап, Адра, где вы? Наши дни!» Переполненная гневом, Линда соскочила с кресла и побежала во двор. Упав на колени рядом с деревом, даже не взяв лопату, Линда начала ногтями вгрызаться в землю. Девушка копала землю, раздирая пальцы в кровь. Через некоторое время она наткнулась на металлическую коробку. Линда достала коробку и открыла ее. Коробка была пуста. Опять